Человека, о котором сегодня пойдет речь, официально похоронили в XVIII веке. Но после его смерти десятки людей продолжали встречать его еще почти 40 лет. Более того, многие утверждали, что видели этого же человека и за полвека до его похорон. И все это время он выглядел одинаково. Это звучит как легенда, но сам человек был вполне реальным. В 1745-м английские власти арестовали в Лондоне загадочного незнакомца по подозрению в шпионаже. Во время обыска его карманы оказались набиты бриллиантами. На допросе выяснилось, что он свободно держится среди аристократов, виртуозно играет на скрипке и знает такие вещи, которых знать не мог. О своем прошлом он ничего не рассказал, лишь назвал имя, которое вскоре станет известно всей Европе. Граф Сен-Жермен. Его будут видеть рядом с Людовиком XV, Екатериной Великой и свидетелями французской революции. Он будет рассказывать о встречах с людьми, умершими сотни лет назад, предсказывать крупнейшие потрясения своей эпохи и снова появляться даже после собственных похорон. Сегодня мы проследим всю историю этого человека, от первого появления в Лондоне до загадочных встреч, которые продолжались даже спустя десятилетия после его официальной смерти. После ареста в Лондоне загадочного незнакомца неожиданно отпустили. Ему не предъявили никаких обвинений и ничего не объяснили. Его просто выпустили на свободу. Вскоре он бесследно исчез, и казалось, что на этом история закончилась. Но через 13 лет тот же человек неожиданно появился при дворе французского короля в Версале. Никто не знал, где он провел все эти годы, откуда у него появились огромные деньги и кем он был на самом деле. Сен-Жермен носил дорогую одежду из бархата, а почти на каждом пальце сверкали кольца с крупными бриллиантами. Очень быстро загадочный граф стал одним из самых известных и желанных гостей французской знати. Он прекрасно играл на скрипке и фортепиано. Современники вспоминали, что его музыка часто доводила слушателей до слез. Когда выступление заканчивалось, в зале надолго наступала тишина. Люди словно не решались заговорить первыми. Но еще больше всех удивляли его знания. Говорили, что граф свободно владел более чем 20 языками, почти не имел акцента и мог поддержать разговор на любую тему. Даже Вольтер однажды сказал, что это человек, который знает все и никогда не умирает. Но главная загадка была совсем в другом. Сен-Жермен рассказывал о далеком прошлом так, будто видел все собственными глазами. Он подробно описывал двор Генриха VIII, вспоминал разговоры придворных, называл людей по именам и рассказывал такие детали, которых не было ни в одной известной книге. Когда его спрашивали, откуда он все это знает, граф спокойно отвечал, что сам был свидетелем этих событий. Одни улыбались, другие переглядывались, но никто не мог понять, откуда у него такие знания. Особенно удивляло то, что Сен-Жермен говорил не только о самих событиях. Он описывал звуки, запахи и настроение людей так подробно, словно рассказывал о собственной жизни, а не о далекой истории. Сен-Жермен утверждал, что раскрыл главную тайну алхимиков, создал философский камень и получил эликсир жизни. По его словам, именно поэтому время больше не имело над ним власти. Во время роскошных придворных ужинов, пока остальные наслаждались изысканными блюдами и дорогими винами, граф почти никогда не ел. Вместо этого он пил только свой загадочный эликсир. Слуги рассказывали, что жидкость была густой, темной и имела легкий запах трав. Она не походила ни на воду, ни на вино. Сам по себе этот необычный ритуал уже вызывал множество разговоров. После каждого приема гости еще долго обсуждали странного графа и пытались понять, что именно он пьет. Но, по словам Сен-Жермена, философский камень мог не только продлевать жизнь. Он утверждал, что с его помощью можно превращать обычные металлы в золото. Однажды проверить это решил знаменитый авантюрист Джакомо Казанова. Он не доверял графу и считал его искусным обманщиком. Казанова передал ему серебряную монету и предложил доказать свои слова. Сен-Жермен спокойно взял монету, покрыл ее неизвестным темным порошком и опустил в огонь. Несколько минут все молча наблюдали за происходящим. Никто не понимал, был ли это сложный химический опыт, ловкий фокус или нечто совсем другое.
Позже Казанова признавался, что даже он в какой-то момент засомневался в собственном скептицизме. Когда граф достал монету из огня и вернул ее владельцу, Казанова внимательно осмотрел ее. В своих воспоминаниях он писал, что после проверки монета действительно оказалась золотой. Он так и не смог объяснить, каким способом Сен-Жермен добился этого результата. Новость быстро разошлась по всему Парижу и вскоре дошла до короля Франции Людовика XV. Но монарха заинтересовало не золото, а драгоценные камни. Сен-Жермен утверждал, что умеет устранять дефекты алмазов и даже соединять несколько небольших бриллиантов в один крупный. У короля был бриллиант с заметной трещиной. Если бы ее удалось убрать, стоимость камня почти удвоилась. Сен-Жермен попросил передать алмаз ему и пообещал вернуть его через 30 дней уже без изъянов. Чтобы убедить Людовика, граф рассказал необычную историю. Он утверждал, что много лет изучал древние знания в тайной лаборатории Шаха под дворцом в Исфахане, где якобы сохранились технологии, существовавшие еще задолго до Архимеда. Ровно через месяц Сен-Жермен вернулся. Королевский ювелир внимательно осмотрел бриллиант и не нашел никаких следов прежнего дефекта. Камень действительно стал значительно дороже. Для придворных это выглядело настоящим чудом. Даже опытные ювелиры не могли понять, каким образом граф добился такого результата. Некоторые впервые заговорили о нем не как о ловком авантюристе, а как о человеке, который владеет неизвестными знаниями. После этого Людовик XV выделил Сен-Жермену собственную лабораторию прямо в Версале. Днем граф проводил там загадочные опыты, а вечером снова появлялся на придворных приемах, где неизменно становился центром внимания. Но вскоре произошло событие, после которого разговоры о его бессмертии зазвучали совсем иначе. Во время одного из вечеров к Сен-Жермену подошла пожилая графиня де Демар. Она была уверена, что познакомилась с ним в Венеции почти 50 лет назад. И тогда этот человек выглядел точно так же. Сначала графиня решила, что перед ней сын того самого мужчины. Но Сен-Жермен спокойно ответил, что никакого сына не существует, потому что тогда перед ней стоял он сам. Затем он начал вспоминать их встречу в мельчайших подробностях. Он описал платье графини, пересказал их разговор о путешествиях, напомнил историю о механической птице султана, а потом неожиданно вспомнил карточную игру, после которой ее муж проиграл несколько тысяч дукатов и вскоре потерял свое состояние. Все детали совпадали. Графиня побледнела и несколько минут не могла произнести ни слова. После этого слухи о Сен-Жермене стали распространяться еще быстрее. По всему Парижу начали говорить, что граф не просто прекрасно знает историю. Все выглядело так, словно он сам был свидетелем событий, о которых рассказывал. Если бы все ограничивалось необычными рассказами, это можно было бы объяснить хорошей памятью и талантом рассказчика. Но графиню де Демар поразило совсем другое. Она хорошо помнила их первую встречу в Венеции почти 50 лет назад. Тогда Сен-Жермен выглядел примерно на 45 лет. Теперь, спустя полвека, перед ней стоял человек с тем же лицом, той же осанкой и тем же взглядом. Казалось, время совсем не изменило его. Он не выглядел ни старше, ни моложе. Он выглядел точно так же. Позже графиня убедилась еще в одной детали. Сен-Жермен правильно вспомнил, что ее муж потерял огромное состояние после той самой карточной игры. Совпадали даже мелочи, которые давно исчезли из памяти большинства свидетелей. После этого по Парижу быстро распространились новые слухи. Одни говорили, что графу уже больше 100 лет. Другие были уверены, что его настоящий возраст вообще невозможно определить. Вскоре появилась еще более необычная версия. Некоторые начали считать, что Сен-Жермен и есть Вечный Жид, герой одной из самых известных средневековых легенд. По преданию, этот человек служил привратником у Понтия Пилата. Когда Иисус Христос нес крест на Голгофу и остановился, чтобы передохнуть, привратник ударил его и приказал идти дальше. В ответ Христос обрек его странствовать по земле до самого второго пришествия. Для современников такое сравнение не казалось случайным. Сен-Жермен постоянно путешествовал и словно появлялся именно там, где решалась судьба государств. Чем внимательнее исследователи изучали его биографию, тем больше находили таких совпадений. Следы графа неожиданно появляются в России. В мемуарах той эпохи упоминается загадочный иностранец,
который мог сыграть свою роль в перевороте, приведшем к власти Екатерину Великую. Позже его замечают в Индии, где он свободно разговаривает на хинди. Затем в Гааге, где он оказывается среди участников тайных переговоров между Пруссией и Австрией. Каждый раз все повторяется одинаково. Сен-Жермен неожиданно появляется рядом с самыми влиятельными людьми своего времени, а затем также внезапно исчезает, оставляя после себя только слухи и удивленных свидетелей. В Германии граф познакомился с молодым врачом Францем Антоном Месмером, который позже станет известен своими исследованиями человеческой психики. Спустя годы Месмер писал, что Сен-Жермен понимал природу человеческого разума лучше любого из своих современников. Некоторые исследователи позже предположили, что именно этим можно объяснить его странное освобождение после ареста в Лондоне. Возможно, он настолько умел убеждать людей, что следователи просто не смогли ему противостоять. Но если бы влияние Сен-Жермена ограничивалось только Европой, всю эту историю еще можно было бы объяснить необычной биографией талантливого авантюриста. Однако самая загадочная легенда, связанная с его именем, появилась совсем на другом конце света. Летом 1776 года в Филадельфии обсуждали текст Декларации независимости. Атмосфера была настолько напряженной, что многие делегаты не решались поставить свои подписи. Каждый понимал, если восстание проиграет, их обвинят в измене британской короне, а наказанием станет смертная казнь. В зале повисла тяжелая тишина. Делегаты переглядывались, но никто не решался сделать первый шаг. Именно тогда, как рассказывает легенда, в зале появился неизвестный мужчина. Никто не заметил, как он вошел. Незнакомец произнес эмоциональную речь о свободе, будущем новой страны и ответственности перед будущими поколениями. Позже очевидцы вспоминали, что после его слов настроение в зале изменилось почти мгновенно. Сомнения исчезли, и делегаты один за другим подошли к столу, чтобы подписать документ, который изменил историю Соединенных Штатов. Когда церемония закончилась, незнакомцы решили найти, чтобы узнать его имя и поблагодарить. Но его нигде не оказалось. Несмотря на охрану у всех входов, никто не видел, как этот человек покинул здание. Позже свидетели почти одинаково описывали его внешность: мужчина среднего роста, полностью одетый в черное, на вид около 45 лет. Многие решили, что это снова был граф Сен-Жермен. Тем временем в Европе его следы тоже не исчезали. В 1779 году граф поселился в поместье одного немецкого принца и прожил там около 5 лет. Затем, 27 февраля 1784 года, официально объявили, что Сен-Жермен умер от воспаления легких. Его похоронили в местной церкви в присутствии представителей европейской знати. Священник произнес прощальную речь, а гроб опустили в землю. Казалось, на этом история закончилась. Человек, которого многие считали бессмертным, умер так же, как любой другой. Но прошло совсем немного времени, и по Европе снова начали появляться сообщения о загадочном человеке, очень похожем на графа Сен-Жермена. Если он действительно умер, то кого тогда спустя несколько месяцев начали встречать дипломаты в разных странах Европы? Уже через несколько месяцев после похорон начали появляться новые сообщения о встречах с Сен-Жерменом. Его имя снова всплывает в разных странах Европы. По некоторым свидетельствам, французские масоны даже избрали его своим представителем. Другие источники утверждают, что графа видели на дипломатических встречах в Лондоне, Берлине и других европейских столицах. Прошло еще несколько лет, и незадолго до начала французской революции Сен-Жермен снова появился в Париже. Очевидцы рассказывали, что он пытался предупредить ближайшее окружение Марии Антуанетты о надвигающейся катастрофе. Граф говорил, что Бастилия будет взята штурмом, разъяренная толпа придет в Версаль, а королевской семье нужно немедленно покинуть Францию, пока еще не поздно. Его слова никто не воспринял всерьез. Придворные решили, что перед ними очередной чудак, и вскоре разговор перевели на другую тему. Но прошло совсем немного времени, и события начали развиваться именно так, как он предсказывал. Началась французская революция. Бастилия пала. Позже Марию Антуанетту казнили. В воспоминаниях современников сохранилось еще одно странное свидетельство. Несколько человек утверждали,
что в день казни королевы видели в толпе графа Сен-Жермена. Прошли годы после его официальной смерти, но он выглядел точно так же, как раньше. Те, кто узнал его, позже признавались, что были потрясены. Последнее известное свидетельство о встрече с Сен-Жерменом относится к 1820 году, через 36 лет после его официальных похорон. После этого граф снова исчез. По одной из легенд, незадолго до своего исчезновения он сказал, что покидает Европу, отправляется через Константинополь в Гималаи и вернется только через 82 года. Именно столько времени прошло до появления следующей загадочной истории. В 1902 году в Новом Орлеане поселился состоятельный француз по имени Жак Сен-Жермен. Очень скоро он прославился роскошными приемами в своем особняке во французском квартале. Гостей восхищали его безупречные манеры, глубокие знания истории и поразительное сходство с графом Сен-Жерменом, изображенным на старинных портретах. Сам Жак уверял, что является потомком легендарного графа. Но вскоре вокруг его имени начали распространяться странные слухи. Гости замечали одну необычную деталь. Пока остальные наслаждались изысканными блюдами, Жак ни разу не притрагивался к еде. Он лишь медленно пил густую темную жидкость из серебряного кубка. На вопросы о напитке хозяин неизменно отвечал вежливо, но ничего не объяснял. Во время одного из таких вечеров произошло нечто еще более странное. С балкона второго этажа на мостовую сорвалась молодая женщина. Позже она рассказала полиции, что хозяин удерживал ее силой и пытался укусить за шею. Спасаясь, она решилась на отчаянный прыжок. Особняк немедленно окружили. Полицейские ворвались внутрь. Но Жак Сен-Жермен исчез. Во время обыска внимание привлекла кухня. Там не оказалось ни продуктов, ни посуды. Только десятки тщательно закупоренных бутылок, аккуратно расставленных вдоль стен. Когда одну из них открыли, внутри оказалось вовсе недорогое французское вино. Бутылка была наполнена смесью красного вина и человеческой крови. После этого Жак Сен-Жермен исчез так же загадочно, как и появился. Ни его самого, ни каких-либо достоверных сведений о его дальнейшей судьбе больше никто не нашел. Но легенда о графе на этом не закончилась. Во время Первой мировой войны двое баварских солдат задержали неизвестного человека, свободно говорившего сразу на нескольких языках. Он отказался назвать свое имя, но неожиданно заявил, что война закончится в 1918 году. И этим дело не ограничилось. Незнакомец сказал, что вскоре Германию возглавит человек незнатного происхождения, который сделает древний символ эмблемой своей партии, развяжет новую мировую войну через 2 десятилетия, а еще через 6 лет приведет страну к полному поражению. Солдаты не придали его словам значения. Но когда все произошло именно так, появились люди, уверенные, что тем загадочным незнакомцем снова был граф Сен-Жермен. В 1930 году американец Гай Баллард заявил, что лично встретил графа на склонах горы Шаста в Калифорнии. По его словам, Сен-Жермен посвятил его в тайные знания, после чего Баллард основал религиозное движение ЯЕСМС, которое существует до сих пор. Тысячи его последователей считают графа вознесенным мастером, существом, достигшим уровня сознания, недоступного обычным людям. Но и это была не последняя история. В 1972 году француз Ришар Шанфре публично объявил себя графом Сен-Жерменом и решил повторить самый знаменитый опыт своего легендарного предшественника. Прямо перед телевизионными камерами он расплавил кусок свинца, добавил в металл неизвестный порошок, а после охлаждения показал слиток, который, по его словам, превратился в золото. В студии воцарилась тишина. Операторы забыли о камерах. Эксперты тщательно исследовали полученный металл, однако Шанфре так и не раскрыл, каким образом выполнил этот опыт. В 1983 году было объявлено, что Ришар Шанфре покончил с собой. Но сторонники легенды уверены, что история вновь повторилась. Они считают, что граф Сен-Жермен просто еще раз сменил имя и снова исчез. Какой вывод можно сделать из всей этой истории? Одно можно сказать наверняка. Граф Сен-Жермен действительно существовал. Его имя встречается в дипломатической переписке, придворных дневниках, мемуарах и других исторических документах. Но все остальное до сих пор остается загадкой.
Был ли он выдающимся авантюристом, сумевшим создать вокруг себя самую громкую мистификацию своего времени? Или за его историей действительно скрывалось нечто необычное? Если внимательно изучить сохранившиеся документы, многие знаменитые легенды получают вполне земное объяснение. Например, часто говорят, что Сен-Жермен свободно говорил более чем на 20 языках и мог легко выдать себя за уроженца любой страны. Однако документы, составленные после его ареста в 1745 году, говорят совсем о другом. Английским он владел не слишком хорошо, а по-французски говорил с заметным пьемонтским акцентом. Возможно, перед нами был не загадочный полиглот, а человек с вполне определенным происхождением. Похожее объяснение существует и для знаменитого опыта с серебряной монетой. Большинство современных исследователей считают, что граф использовал обычный фокус и заранее подготовленные предметы. Даже Казанова, который видел этот опыт своими глазами, восхищался мастерством Сен-Жермена, но никогда не называл его настоящим алхимиком. То же касается и истории с бриллиантом Людовика XV. По мнению историков, граф мог просто незаметно заменить поврежденный камень другим. Косвенно это подтверждают воспоминания фаворитки короля, которая осматривала коллекцию драгоценностей Сен-Жермена. Она писала, что украшения выглядели роскошно, но многие камни казались ей искусными подделками. Даже знаменитые слова Вольтера о человеке, который знает все и никогда не умирает, вполне могли быть не восхищением, а обычной иронией. Вольтер был известен своим острым языком и часто высмеивал тех, кто слишком легко верил в чудеса. Есть объяснение и истории о графине, которая якобы узнала Сен-Жермена спустя 50 лет. К тому времени она была уже очень пожилой, а некоторые источники говорят, что сам граф осторожно намекал, память со временем может подводить. Позже исследователи предложили объяснение и знаменитому телевизионному опыту Ришара Шанфре, который якобы превратил свинец в золото. По одной из самых распространенных версий, внутри древесного угля заранее было спрятано золото, покрытое черным воском. При нагревании воск сгорал, создавая впечатление, будто драгоценный металл появился прямо на глазах у зрителей. Есть и вполне правдоподобная версия происхождения самого Сен-Жермена. Некоторые историки считают, что он был незаконнорожденным сыном итальянской принцессы. Этим можно объяснить его прекрасное образование, хорошие манеры, знание языков и удивительную легкость, с которой он входил в круг самых влиятельных людей Европы. Если эта версия верна, то граф был не бессмертным человеком, а талантливым мистификатором, превратившим собственную жизнь в легенду. Но даже такое объяснение оставляет вопросы. После смерти графа почти все его личные вещи бесследно исчезли. Не нашли ни знаменитую скрипку, ни личные записи, ни письма, ни коллекцию драгоценностей, ни большое состояние. Создается впечатление, будто кто-то специально постарался уничтожить почти все следы его жизни. Не меньше загадок вызывает и его смерть. Документы о похоронах сохранились, но сама могила позже исчезла, а останки так и не были исследованы. Некоторые архивные материалы существуют до сих пор, однако доступ к ним остается ограниченным. Возможно, всему этому есть простое объяснение. За сотни лет часть документов могла потеряться, архивы могли быть уничтожены, а многие сведения просто забыты. Но именно такие пробелы в истории чаще всего и становятся основой для самых известных легенд. Сегодня мы, скорее всего, уже никогда не узнаем, кем на самом деле был граф Сен-Жермен. История подтверждает лишь одно: такой человек действительно существовал. Все остальное — воспоминания современников, свидетельства очевидцев, архивные записи и легенды, которые почти 300 лет передавались из поколения в поколение и постепенно обрастали новыми подробностями. Но именно поэтому эта история до сих пор не отпускает. Не потому, что кто-то сумел доказать бессмертие графа, а потому, что в ней слишком много странных совпадений, слишком много необъяснимых деталей и слишком много вопросов, на которые до сих пор нет окончательного ответа. Кем был Сен-Жермен на самом деле? Гениальным авантюристом? Искусным дипломатом? Выдающимся психологом, который умел производить впечатление на любого человека? Или за его именем действительно скрывалось нечто, что мы пока не способны объяснить? А как считаете вы? Кем был граф Сен-Жермен?
талантливым мистификатором, алхимиком, человеком, раскрывшим секрет долголетия, или героем легенды, которая оказалась бессмертнее любого человека. И если однажды кто-то действительно проживет несколько столетий, смогли бы мы вообще понять, что перед нами все тот же человек? Если вам понравилась эта история, обязательно подпишитесь на канал. Впереди еще много загадок прошлого, необъяснимых находок и историй, которые заставляют по-новому взглянуть на привычную картину мира. И обязательно посмотрите другие ролики на канале,